Привет, с вами Алена, и пока идут новогодние праздники, я решила достать некоторые видео из архива, которые у меня завалялись, но они очень интересные, я считаю, что должна вам показать. Это одна из записей эфира, которую я смонтировала. Тут у нас будет работа с грызунчиком. Это девушка. Прикол в том, что она сама является мастером и сама ругает клиентов за то, что они грызут и ковыряют ногти, но вот, к сожалению, страдает этим, ну, можно так сказать, состоянием, наверное, да, то есть у нее есть такая проблема, она грызет ногти. И пришла она ко мне для того, чтобы я ее немножечко отругала, привела в чувство, поработала с ее ногтями, и она обещала, что после этого ногти она грызть перестанет. Я вам хотела показать несколько способов работы с грызунами. Начнем мы со среднего пальца. Ну, сразу хочу сказать, что у нас тут прям не какой-то супер вопиющий случай грызунчества, ну, как бы есть, да, видно, что ложе могло бы быть и подлиннее, да и пальцы вполне себе симпатичные. В общем, все шансы на красивые ногти у нас есть, тем более, что она сама мастер, просто ей нужно было немножко помощи. Начинаю работу я с таким пальчиком с того, что отодвигаю кутикулу, и делаю первый срез, потому что кутикула налипшая и чуть влажная, и тогда я, кстати говоря, не работала присыпкой, о чем сильно сейчас, глядя на видео, сожалею, потому что мне было бы намного легче, но тем не менее не было у меня тогда присыпки, и я просто отодвигала кутикулу и для начала ее банально срезала. Это нужно для того, чтобы при обработке фрезой я ее не зацепила и не порвала. Дальше я перехожу к обработке фрезами. Я беру пламя с умеренно острым кончиком, я бы даже сказала ближе к острому. Здесь синяя насечка у нас. И прорабатываю зону кутикулы, вычищаю птеригий, захожу в синусы и обязательно счищаю вот эту часть, где ноготь оторван. То есть там, где у нас, по идее, должен быть гипонихий. Но так как свободный край у нас немножко сдвинут, так скажем, я просто прошлифовываю, убираю небольшие корочки, которые там образовались. Дальше я беру насадку пульку, если я ничего не путаю. Она у меня с красной насечкой. И продолжаю поднимать кутикулу. И вижу, как же тогда у меня телефон нечетко снимал. Приношу свои извинения за качество видео. Но поверьте, оно очень интересное, потому что сегодня мы нарастим полигелем, акрилом в классической системе, гелем и даже базой. То есть мы сделаем 4 ногтя на видео и посмотрим, какой же вариант будет носиться лучше. Забегая вперед, я хочу сказать, что в итоге ногти она отрастила, и все проносились у нее хорошо, потому что она не ковыряла, и почему бы этим самым ногтям не держаться, собственно говоря. Продолжаем прочищать. Что-то я здесь немножко затянула с маникюром, но здесь у меня и инструменты были другие. Вот, кстати, так эти ногти выглядели потом, после того, как мы их... Подождите, забыла, Алена все забыла. Одну руку же я делала тогда заранее, точно, это же был следственный эксперимент, а вторую делала в эфире. То есть посмотрите, как отросли ногти, все на месте. И сейчас мы просто повторим на вторую ручку все то же самое. Вот так они могут выглядеть. Да, мы не нарастили супер длинные и не сделали вау-эффект, но цель была немножко другая. Нам нужно было разобраться, как же работать с грызунами и что конкретно ей подходит. Ну, тем временем мы наносим праймер и наносим базу абсолютно на все ногти, с которыми собираемся работать. В нашей ситуации их ровно 4. Я ставлю по капельке и дальше распределяю. Синтетическая кисть у меня достаточно эластичная, распределяю тонким слоем. То есть мы делаем липкий слой под ложку. И здесь так получилось, что я такую же подложку сделала даже под акрил. И вот начнем мы как раз-таки с мономера. Здесь у меня была акриловая система торговой марки Банди. Мономер – это такая жидкость, которую нужно использовать для того, чтобы активировать порошок. Первый ноготь я показываю вам с полигелем. У меня есть натуральная кисть, как раз таки акриловая, и сам полигель. И я аккуратно смачиваю кисточку в обезжиривателе и сначала расплющиваю нашу вот эту капельку по ширине ногтя, и дальше буду ее распределять, чтобы она уходила на нет. Вот таким образом ближе к кутикуле и формирую какой-никакой свободный край. В принципе, такой способ можно использовать, когда вы планируете сделать наращивание, но вам некуда подставить форму,
Вы сейчас скажете, что проще всего будет нарастить на верхних формах. Ну нет, допустим, у вас верхних форм, и решили вы сделать полигелем. Либо просто сделать удлинение ложа вот таким вот образом. Дальше можно напилить, перекрыть базой и, в принципе, покрыть цветом. Но цветом мы не покрывали, мы решили все оставить как есть, чтобы посмотреть, какие будут отслойки. Если у вас полигель прилипает к кисточке, это значит, что ее нужно вытереть, значит, на ней остались маленькие кусочки полигеля. Ее, короче, вытираем, обезжириваем, обтираем об салфеточку обязательно и продолжаем работу. То есть смотрите по качеству вашего полигеля. Бывает сейчас чуть жиже, чуть тверже. Они все разные, и я уверена, что каждый может найти удобный продукт для себя. Я люблю более мягкие и жидкие полигели, с ними быстрее работать. Но опять-таки смотря для каких целей. Вот мы просушили наш ноготочек, теперь придаем форму свободному краю. Тут действительно минимальный опил, нужно только подпереть свободный край и чуть-чуть подобрать по верху. И дальше можно сделать выравнивание как гелем, так и базой. Здесь уже не принципиально, длина небольшая, поэтому держаться точно будет. И, конечно же, мы это в итоге и проверили. Опиливаем пилочкой 180-150 грит, если я ничего не путаю, я вроде не путаю. Проверяем архитектуру, чтобы все было ровненько, чтобы все было красивенько. Вы, кстати, вот просили видео подлиннее, здесь будет целых 23 минуты, так что слушайте меня. Можете задавать вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Но тем временем наш первый ноготь готов. И выглядит он пока вот так. Дальше мы его выровняем. И на подходе у нас средний палец, который я снова обезжириваю, потому что уже налип опил. И здесь я буду использовать камуфлирующий гель, самовыравнивающийся, тот гель, который использую для наращивания. И сейчас, по-моему, я буду подставлять формы. И сразу скажу, что среди всех 4 вариантов мне все-таки больше всего понравился полигель и акрил. Ну и так тоже можно. Выкладываем твердый гель, получается, на удлинение ложа. В принципе, суть та же, что и у полигеля. Единственное, что он немножко другой в работе, да, он у нас будет растекаться. Но, в принципе, приноровиться можно. Если у вас нет ни того, ни этого, то я сама лично много времени пользовалась таким способом, пока не вышли полигели, потому что когда приходили грызунчики и говорили, что они хотят длину, ну или хотя бы закрыть вот этот кончик, чтобы его не грызть, я, как правило, вот именно так себя и вела. Выкладывала гель прямо на кожу. Конечно, если у вас клиент с аллергией, то такого делать ни в коем случае ни разу не стоит. Нужно точно знать, что у человека нет никаких реакций на подобные материалы. Потому что сейчас набегут, я знаю, скажут, что вот ты выложила гель. Я, во-первых, никого не призываю так делать, а во-вторых, это просто вариант того, как можно предложить решить проблему клиенту именно у грызунчика. Боже мой, какие у меня были красивые ногти. Просто обалдеть. Хоть иди еще раз наращивай. Это вообще отдельная история с этими ногтями. Они просто были потрясные, они произвели фурор. Там очень красивое сочетание. Это как раз тот момент, когда я решила вот такой вот в рыже-розовый цвет покрасить волосы. Да, вот бабочки, я даже тут их показала, видимо, у меня кто-то в эфире спрашивал. Я сейчас пушером отделяю гель от кожи. Аккуратно, это не больно, нам нужно просто его слегка отклеить для того, чтобы была техническая возможность немного подпилить свободный край. И дальше уже под то, что у нас получилось, мы можем поставить форму. Можно оставить так, как я сделала сейчас, можно поставить форму, что мы, собственно говоря, и сделаем. И да, у нас, кстати говоря, будет разная форма ногтей. Но это эксперимент, она была на это готова. То есть мы здесь не за красоту боролись, а совершенно за другие вещи. Вот сейчас я апельсинкой отодвигаю еще кожу, потому что я понимаю, что у меня форма может не встать. И не забываем, что постановка формы возможна только на овально, ну или как хотите, кругло, да, опиленный свободный край, ни в коем случае не на квадрат. Если у вас остались уголки, форма у вас не встанет, уголки будут ее подминать. У меня здесь в работе вот такие вот классные формы от Cosmake. Они достаточно дорогие, ну то есть они дороже, чем обычные средние формы, но они твердые. У них есть вот такая вот отрывная часть, когда вам нужно сделать форму покороче, ну или оставить ее подлиннее. У них классная разметка, и подрезать такие формы вообще одно удовольствие.
Как видите, тут уже и ушки есть, и все намечено, начерчено, и они не расклеиваются. Ну, в общем, не формы, а просто одно удовольствие. Теперь берем наш пальчик и примеряем форму. По необходимости, конечно же, ее нужно подрезать, но у нас тут особо нет боковых валиков. Хотя сейчас проверим, может, я ее и подрежу, потому что видео уже было отснято давно, и я сейчас с вами его смотрю практически в первый раз. Кстати говоря, если вы склеили ушки, это вот те нижние части, которые я сейчас расклеила, и понимаете, что вы склеили их неправильно, есть очень простой способ решения этой проблемы. Дело в том, что клей при термическом воздействии, то есть при нагреве, он становится мягкий, и вам не придется выбрасывать форму. Вы можете просто чуть-чуть прогреть зажигалкой, да, внимание, зажигалкой, самым кончиком, прям буквально пару секунд, и у вас ушки расклеются, вы сможете подрезать форму так, как вам это нужно, и ее не придется выбрасывать. Потому что когда берешь вот такие какие-нибудь классные, супердорогущие формы, с которыми просто работать в кайф, то есть они там не мнутся тебе, не загибаются, ничего такого, конечно, будет жалко даже одну выбросить. Ну и вообще, учитывая нынешние цены, ребята, вы видели, сколько стоят перчатки? Я просто была в шоке. Я на днях ночью ездила по магазинам, всяким там лентам, в метро заехала. Короче, я искала перчатки хоть где-то. У нас их тут, во-первых, нет размеров, а во-вторых, они стоят просто, я не знаю, космических каких-то денег. Ладно, опустим эту грустную историю из серии «Нефть дешевеет, бензин дорожает». И продолжим нашу постановку формы. После того, как вы все подрезали и вас все устраивает, проверяем точки роста, устанавливаем форму. Как видите, процесс это на самом деле не быстрый. Обычно, когда я просто монтирую быстрые видео, вы видите, как я хоп и подставила. На самом деле сидишь ее, примеряешь, дорезаешь, вырезаешь и думаешь, зачем же мне все это нужно? Чего бы не нарастить на верхние формы. Кстати, не знаю я, почему я в тот день не стала наращивать на верхние, но почему-то мне вздумалось показать именно эти варианты. Вообще, конечно, каждая техника заслуживает, имеет место быть, и нужно уметь работать на всем. Откуда, знаешь, вот видите, перчатки подорожали, а альтернативы у нас нет. Так бы придумали что-нибудь еще. Вот. В общем, все меня устраивает, форма поставлена, я проверяю ее, отцентровываю обязательно, что она везде стоит в стык. И дальше берем тот же самый конструирующий гель, самый выравнивающийся у меня. Можно прозрачный, можно вообще какой хотите. Можно здесь было, в принципе, даже опилить чуть поуже и френч, наверное, сделать выкладной, почему бы и нет. В общем, выкладываем кончик и здесь уже делаем удлинение. Еще раз повторяю, это вариант на те случаи, когда клиент просит удлинить уже за границы вашей подушечки, и вы понимаете, что без формы здесь не обойтись, а на лысое мяско ее не поставить. Тоненькой кисточкой я помогаю себе, завожу в точки роста. Вы сейчас наблюдаете достаточно объемную ступеньку. Это произошло по причине того, что я после выкладки геля на кожу, как я выше уже говорила, опилила только по торцу, не делала верхний опил, соответственно, подложка получилась толстенькой. Но мы это опилим уже после того, как закончим работу с гелем. В итоге этого, конечно же, видно ничего не будет. Ноготь будет абсолютно нормальный. Опять-таки, это не руководство к действию, это просто альтернативные варианты на случай, если вам захочется пострадать фигней, потому что никак иначе я это назвать не могу. Честно, вот смотрю и понимаю, все-таки в верхней форме, ну или, кстати, можно нити. Ну да ладно. Было такое настроение, зато смотрите, какой хороший арочный ноготок у нас получился. Вообще классно вышло. Вот сейчас смотрю и радуюсь, думаю, круто. Дальше мы все это дело обезжириваем и придаем форму свободному краю. У нас тут будет форма мягкий квадрат. Обязательно подпиливаем по точкам роста. Если пилка у вас туда не залезает, вот такая вот, можно взять пилочку на металлической основе. Вот эти одноразовые файлы. Я вот буквально недавно делала наращивание, и у меня все отлично пилилось. Но если уж даже это вам не совсем не помогло, и вы в точке роста налили целую тонну материала, вот как у меня здесь, видите, пилка не взяла, и я понимаю, что если сделаю туда выкладку геля, то будет фу. То, соответственно, вам необходимо взять любую фрезу алмазную, допустим, с синей насечкой, остренькое пламя, которым я обрабатывала до этого кутикулу,
И этой фрезой на высоких оборотах, убедившись, что у вас точно обезжирен гель, не дай бог он будет не обезжирен, фрезу можно будет потом выбрасывать, прорабатывать таким же образом, как если бы вы просто счищали птериги, как будто делаем маникюр. Убираем все, что нам мешает, и после этого мы будем готовы к выкладке уже геля на весь ноготь. И снова смотрю на фрезы, которыми я работала, понимаю, что они вообще тогда нифига не пилили, и как же я делала эти ногти. Просто, как только узнаешь что-то хорошее, уже обратно возвращаться не хочется. Конечно, при необходимости я опилю любой фрезой, если вдруг так получится, что никаких других под рукой не будет, но все время хочется те, которые самые классные, те, которые самые лучшие. И по поводу фрез и пилок, вот я раньше выбирала что-то такое недорогое, пока у меня не появилась возможность брать что-то, ближе к премиум-сегменту, да, к хорошему уровню. И хочу сказать, что когда у тебя классные материалы и продукты в работе, конечно же, время работы очень заметно сокращается. То есть ты не сидишь и не спиливаешь материал там тупой фрезой, которую бы надо поменять, но что-то денег жалко. Ты не делаешь горячие пропилы клиенту алмазной фрезой по причине того, что она у тебя уже вся лысая стала, да, и вроде как бы и выкидывать ее тоже жалковато, и новую надо купить. В общем, я к тому, что не стоит экономить. И по поводу пилок у меня та же самая информация, и по поводу инструментов, кстати говоря, да, кусачки, ножницы, твизеры, все что угодно. Что же я здесь показываю такое так близко, не знаю. Вот, то есть все должно быть заточено, все должно быть удобное, вам сподручное. То же самое касается гелей. Я очень люблю гели, которые быстро и хорошо самовыравниваются, чтобы 2 часа не сидеть с перевернутым пальцем и потом еще не пилить это все до кучи. Как видите, гель, который я наношу, быстро и легко распределяется. В моих видео можно посмотреть другие марки гелей. Я работаю на большом количестве продуктов разных. Я люблю разнообразие, люблю пробовать что-то новое и вам показывать. Главное, чтобы быстро выравнивался. Что касается баз, меня, кстати говоря, часто спрашивают, а какую базу ты нам посоветуешь? Я для себя часто выбираю базы средней или жидкой консистенции, потому что мне все-таки нравится работать быстро. Я хочу поставить каплю, чтобы она сама растеклась, нежели долго ее гипнотизировать, разравнивать ее кисточкой и молиться, когда же она там выровняется. Но если ногти длинные, то, конечно, лучше брать базу более густую для того, чтобы была возможность и время для выравнивания. Смотрите, какой красавчик у нас получился. И вот сейчас я вспомнила про первый палец и решила все-таки его достроить, потому что здесь явно чего-то не хватает, а именно архитектуры. Сейчас я беру прозрачную базу, каучуковую, по-моему, если я ничего не путаю, и просто ей дострою архитектуру, потому что на кончике у нас материал есть, а в зоне апекса у нас ничего не осталось. И, конечно же, покрывать это будет нельзя. Мы покрывать не будем, я уже об этом говорила, мы просто ставим тест, поэтому ногти разные по цвету, по форме, по длине, это абсолютно нормально, все было оговорено заранее. Я нанесла тонкий скользящий слой, поставила капельку, подтолкнула к кутикуле и дальше помогаю ей растечься тонкой кистью. Это, по-моему, первый раз, когда я показываю работу вот так вот в режиме реального времени, ничего не ускоряя. И сразу хочу сказать, что работа с грызунами, конечно, это будет не быстро, это будет дольше, чем обычно, но оно того стоит. А я уже наливаю мономер. Я нашла вот такую чудесную пипеточку, потому что мономеры, я не знаю, почему они так сделаны, но они все время проливаются, когда пытаешься налить их из бутылки. Поэтому я такую пипетку купила в Леонардо, и сейчас буду промачивать, полоскать кисточку в мономере, выгонять из нее пузырьки, чтобы она стала мягкая, податливая и напитанная. Тут, согласно системе Банди, я нанесла их Vita праймер бескислотный, но, как правило, в акриловой технике праймер идет именно кислотный. Здесь же все совсем иначе, но я действовала согласно тому, что утверждает производитель. Набираем небольшой шарик, отжимаем его на салфетку и ставим от себя. Многие, кто работает на акриле, могут сказать, что это неправильно, но с грызунами я работаю именно в такой технике. Кстати говоря, пошла в свое время к Лане Пушкиной, поехала в Москву исключительно для того, чтобы научиться работать именно с грызунами. Я поехала к ней на моделирование ногтей акрилом.
ну, на арочное моделирование такое красивое. И сидела там, по-моему, 5 дней моделировала эти ногти. Но у меня была цель не сами ногти уметь моделировать, а именно работать с акрилом вот в этой технике, которую я делаю сейчас. То есть я вообще никак не понимала, как же этот долбанный шарик должен работать акриловый. Прям вообще, ну вот, ну не получалось у меня. Я поняла, что без обучения я не справлюсь. Вот, съездила, научилась, напилилась, нанюхалась этих мономеров. Ой, слава богу, сейчас есть мономеры без запаха, и это уже не проблема. Единственное, что они как-то немножко по-другому работают. Но я пока в процессе осваивания такого продукта. Ну а мы тем временем уже доформировали свободный край. Как видите, получилось не слабое такое удлинение. На мой взгляд, это очень здорово. И таким образом я уже работала не с одним грызуном, а с достаточно большим количеством. И если у вашего клиента аллергия на гель-лаки и на все, что сушится в лампе, то акрил вам в помощь. Но мой совет все-таки найти хотя бы какие-то базовые курсы, чтобы понимать то, как работает шарик. Я считаю, что акрилу даже дистанционно ни в коем случае учиться нельзя, потому что это принципиально иной материал, это совсем другие ощущения, и гель там просто рядом не стоял и не валялся. И честно, я готова ставить на пьедестал и кланяться мастерам, которые реально круто моделируют акрилом. Мне кажется, это просто верх идеала, на мой взгляд. Вот у нас получился ноготочек, он уже выглядит как обычный ноготь, то есть там и не видно, что это был акрил или не акрил, ноготь и ноготь. И вот сейчас я решила перекрыть остальные ногти прозрачным топом, просто чтобы посмотреть, как оно там получается. Единственное, что я вот сейчас смотрю на средний, и все-таки он такой пузатенький, его бы еще было надо, наверное, дожать, но я почему-то не зажала в тот день, может быть, не хотела. Может, ей больно было, я сейчас даже, честно говоря, не вспомню. Ну, в общем, что я могу сказать? Все три варианта имеют место быть и жить, но акрил, он, конечно, круче всего, на мой взгляд. Смотрите, какой он классный получился. Я специально взяла прозрачный, чтобы мы смотрели, как там выглядит свободный край. И если правильно выкладывать акрил, то его и пилить-то вовсе не нужно. То есть там настолько минимальный, легкий и простой опил. То есть просто мы его, я бы сказала, что мы его подзабафили немножечко для того, чтобы выложить топы и убрать какие-то мелкие несовершенства. Опилили, все дело стряхнули, и сейчас, наверное, тоже будем перекрывать топом. Вот, что могу сказать? Это девушка, которая мастер, я с ней уже давно, конечно, не разговаривала, она увидит мое видео, я передаю большой ей привет. Привет, Настя. Я знаю, что она отрастила ногти, и сейчас с ней все хорошо, она мне даже скидывала после этого фотографии. Я была рада ей помочь, а она помогла мне, потому что мы сняли это прекрасное видео. Так как тема работы с грызунами очень-очень сложная и, можно так сказать, неизведанная. Вот такие вот мои решения. Конечно, это не все варианты, но вот как альтернативу я показываю то, что есть. Вот здесь у нас большой палец выглядит вот таким вот образом, а остальные такие пальчики красавчики. А через 3 недели это будет выглядеть примерно вот так. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. Пишите ваше мнение в комментариях. Обсудим, поговорим, кто еще как работает с грызунами.